Ха! Элайас сказал, что Йети, которого мы строим, очень дорогой. Но Вилли из свиного уха сошьет шелковый кошелек. Я не тратил бюджет, это неправда, это херня, я не тратил бюджет, я не тратил. О, привет, Вилли. А потом нам пришлось еще снимать сцену на кладбище. Опыт съемок на природе в Дунмароге показал нам, что, возможно, арендовать летающий остров Пустоверть будет гораздо дешевле. Да пошла в жопу эта пустоверть. Мой робот и камера спасли твой предыдущий фильм. Что тебя спасет в этот раз? Я нанял 2 магов. Ах ты хитрая гнида! Вилли любит хитрить с помощью своих изобретений, но в этот раз все иллюзии наколдованы. Великолепный план, Элайас. Просто охуенно, если я правильно понял. Надежный, блядь, как гномские часы. Машинематикс, ты мне не нравишься, задрот. Никто не называет меня Машинематикс. Ты обознался. Я Вилли, братан. И передай привет своей бабочке. Почему мы встали здесь? Как насчет встать вон на том месте? Там слишком тесно. Слишком тесно? Туда можно посадить ёбаный экзодар. Итак, Элайас, первый и важный вопрос. Почему вы побежали при виде стражи? У нас не было места в сумках. И страдали. Отчаянно пытались найти хотя бы один дополнительный слот. Спрашиваю в последний раз, как вы это объясните, Элайас? Да вы, наверное, шутите. Тряпки дал нам Элпендорф. Это наверное, только что сделал меня чуточку тупее. О, привет, Томпи. Так, я правильно понимаю, это были настоящие члены братства? И вы, никто из вас, не сообщили о них городской страже? У нас потом завязался разговор, они узнали, что мы снимаем настоящий фильм и захотели профинансировать. Томпи еще не заплатил за рекламу, денег не хватало. Да и Элпендонкл сказал. Деньги не пахнут, Элайас. Вот трупы очень даже смердят. Не знаю, к чему это он, но можно сказать, что они с Джастином купили наше доверие. И скажу я вам, их золото ничуть не хуже того, что пылится в королевской казне. Смелюсь предположить, что в лучшие времена оно там и лежало. Я окажу услугу обществу, если оставлю его здесь пожизненно. Минуточку. Ёб твою мать, и ты рассказал ему об этих дебилах? А что мне было еще делать? Нужно же было отвести все внимание на них. Дома, Вилли! Ха-ха-ха. Ты что, это воздухом решил подышать? Нет, решил убиться, чтобы тебя больше не видеть и не слышать. Я бы не советовал. Ты хоть и мелкий, но тут так низко, получится только ноги сломать. Спасибо за совет, Элайас. Лучше спрыгни с плотины или бросься под поезд по дороге туда. Учту в следующий раз, дружище. Построй мне быстренько телепорт и потом сочтемся. А ты продай быстренько остальной мой реквизит. И еще раз найми долбаного мага. Да брось, Вилли. Хватит дуться. Хорошо же провели время в запределье. Идешь? А что там? Целый мир. Какой мир? Мне и на этой стороне неплохо. Вилли, ты самый ужасный турист во всем Азероте. Именно, Элайас. Я вырос в Дунмароге. Я люблю Азерот. Если бы я вырос на ферме и был дебилом, то запределье произвело бы на меня впечатление. Но это не так что не впечатляет. Одной проблемой меньше, мистер Хелион. Ваших спонсоров мы нашли, и теперь поговорим о том, что вы там наснимали. А вот это действительно хорошая идея, лейтенант. Помню, как нам пришла идея для этого фильма.
Лордеронский сделал фото Мередит в Красногорье, когда мы снимали документальный фильм по охотникам. Что еще за Лордеронский? Да, кто это такой? Ты его так часто упоминаешь. Наш оператор и монтажер. Неужели я вас еще не познакомил? Нет. Потом разберемся. Продолжай. Да. Он сделал фото, и после этого я решил. Я хочу видеть эту женщину в своем следующем фильме. Но самое забавное, не было никакого фильма и роли для нее. Тогда я решил пообщаться с ней и узнать ее историю. Которую мы превратили в фильм. Не без изменений, конечно. Так это документальное кино? Ни в коем случае! Это художественное произведение. Это история о мести, о пламени, разжигающем наши сердца, как пожар, сжигающий все на своем пути. Но месть есть наслаждение души мелкой и низкой. И настоящий способ мстить врагу — это не походить на него. Именно об этом наш фильм, детектив. Забудьте о братстве. Это лишь трюк, необходимый для привлечения внимания к такой невероятной, но незаметной истории. Согласитесь, поистине, совершая месть, человек становится вровень со своим врагом, как Мередит, убивающая преступников, лишивших ее дочери. Вы хотите сказать, раз эта история основана на жизни Мередит, то ваша актриса жестокая хладнокровная убийца? Вы меня плохо слушаете! Горацио, это художественный фильм, кругом вымысел, но правда есть, и она заложена в фундамент фильма. Прощая врага, Мередит превосходит его. И вот мы с вами, дорогой друг, сидим за этим столом, ищейка и преступник. Вы единственные взялись за это дело. Если это личное, то не мстите мне за то, что я по глупости взял денег у бандитов. Месть — это слабых душ наследство. В груди достойного его не место. Хватит. Я понял. Сначала расскажите мне о сэре Томпшире. После тяжелого трудового дня в съемочной группе требовалась кружка эля и мягкая постель. Нам нужно было что-то посильнее. Я этого раньше не поминал, но вам по секрету скажу. По дороге в Пустоверть мы заехали в Загрантопь. Вилли, как обычно, постоянно ворчал и ругался. Перед отъездом мы набрали грибов, хотели выставить их на аукцион, заработать немного денег на наш следующий фильм. Но по возвращению мы заметили, что все грибы высохли. Лайс, я тебя люблю. Я буду вечно тебе припоминать запределье, но за одну вещь я тебе все-таки благодарен. Не волнуйтесь, это я Горацию не расскажу. Святой, мать его, свет! Есть в этой таверне жрец или паладин? Я хочу исповедаться. Грешник я, подлый, смертный, плотский, крупный, мелкий, как ни назови, свет. Я виновен. Here's Tompy! Ну исчез отсюда, блондинчик. Ты посмотри! Что? Томпи дерется со вторым Томпи на улице. Не говори мне такие вещи, только не сейчас. Сначала расскажите мне о сэре Томпшире.
Про деньги за рекламу или о наших с Томпи личных делах в Приозерье? С денег, пожалуйста. Вы все же получили плату за работу? Вы ее не получили, так ведь? Этот сукин сын обещал мне заплатить все 3 месяца назад. Я сэкономила кучу денег, они все с ума посходили. Не думаю, что я вообще когда-то его получу. Они меня предали, они не держат своих обещаний, они меня обманули, и теперь мне на все наплевать. Я почувствовал чудовищный протест против всей ситуации. Вы сказали им, как много они сэкономили благодаря вам? Конечно. В чем вы думаете? Они уже превратили мою идею в практику. Всюду крутят мою рекламу, получают деньги, они меня используют, и я остался в дураках. Хорошо. Раз все завязано на сэре Томпшире, расскажите о его действиях в Приозерье. My husband is a paladin, and he has a big hammer. My husband is a hunter, and he loves me like a beast. My husband is a mage, and I hate polymorph. Тринкет — магическое снятие эффектов. Тройное действие формулы аксессуара основано на 3 эффектах. До 20 раз больше прибавки к основным характеристикам. Устойчивость к повреждениям. Мгновенный эффект. Они проникают в проблемные дебафы и мгновенно снимают их. Применение. Надеть, сняв предыдущую. Беречь от детей. Внимание, продукт не обладает магическими свойствами. Я шел по дороге в Приозерье. Был знойный жаркий день. И тут навстречу мне едет повозка с какими-то контейнерами с зеленой жидкостью. Я приглядываюсь и вижу Томпи. Он останавливается. Мы мило поговорили, а он решил подвезти меня. Я прикорнул немного на повозке. Просыпаюсь и вижу, как вместо коня повозку тянет человек в холщовой маске коня. А за ним радуга. Дождя-то не было, и я не понял, что это за чудеса. А потом заиграла странная, но веселая музыка, и я проснулся. И какого черта вы мне пересказываете свой сон? Он мне бы не приснился, если бы я не разглядел в этих контейнерах чье-то лицо. И понял, что это был не просто сон, а предупреждение или даже кошмар. Так вот, я спрыгнул с повозки и быстро побежал прочь, прямиком в город. Но я так быстро вскочил, что конь испугался. Бедный конь. Рванул, и контейнеры вывалились из повозки и покатились прямиком с горы. И что было дальше? Что в контейнерах? Вы же тут детектив Горацио. Вот и расследуйте. Я хороший друг, раз дал вам такое любопытное дельце. Расскажите, что было после. Следующая ваша встреча в таверне. Чем она закончилась, когда к вам пришел сэр Томпшир? Два наркомана и гном-расист. Пойду-ка я домой. Ага, я, наверное, с тобой. Чё за... А ну брось, коротышка. Да не знаешь ты карате. Ау! Ты сам напросился. Мелкожопый. Hey, you can't treat the little ones like that. I challenge you to duel. Давайте я сначала немного расскажу о Лордаронском. Он ночной эльф. Пока все остальные из нас спят, он работает. Лордаронский был нашим оператором в прошлом фильме. Съемки в Запределье, общение с эфириалами и злой Вилли чуть не ввели меня в депрессию. И я не мог спать и начал работать по ночам. Тогда мой внутренний голос посоветовал мне нанять Лордаронского. Монтажер — работа непростая. Фильм не снимается одним лишь сплошным дублем, как вы могли заметить.
И всегда нужен человек, который будет склеивать кадры, отбрасывая плохие, оставляя только хорошие. Лордеронский настоящий профессионал. Его склейки максимально плавные и незаметные обычному зрителю. Однажды нам в голову пришла безумная идея. Человек в костюме коня, танцующий, с радугой на фоне. Лордеронский предложил снять про него полнометражный фильм, но я отказался ввиду того, что вряд ли кто из съемочной группы согласится снимать такое. Я забочусь о своей съемочной группе. Тогда я вклею его незаметно в наш следующий фильм. Везде, где смогу. Я не стал сопротивляться. Это показалось мне хорошей идеей, своего рода пасхалкой, которую можно будет использовать долгое время, загадкой, которую зрителю предстоит разгадать. Часто в момент, когда происходит склейка или вообще где угодно, вы можете увидеть человека в холщовой маске коня. Это работа Лордеронского. Никто не знает, что только что они увидели, но это происходит. Большой коричневый человек в маске коня. Никто, даже Горацио Лейн, не смог бы поймать Лордеронского за его работой. I challenge you to duel! I like the way you move. I do like the way you move. I like the way they move. Ah, that's so cute. Feel the power of my glorious mustache! Наш разговор окончен, и теперь я буду откровенен с вами. Глядя на вас, Элайас, хочется оправдать публичные повешения. Вы свободны, но мы продолжим расследование. Вам запрещено выезжать из королевства до завершения расследования. Все сцены насилия со стороны братства запрещены к показу и должны быть вырезаны из фильма. К концу года вы обязаны вернуть все средства, данные вам на производство фильма «Королевство». Расследование отсутствия денежных поступлений со стороны Лиги не в компетенции ШРУ. И нет, перелеты мы вам не оплатим.
Ты слил ему все о Томпи? Зачем? Не все. Но теперь Лейн хочет поговорить и с ним тоже. А с нас снято большинство подозрений. Мы чисты, Вилли. Построй телепорт, и о нас все забудут, хотя бы на время. А Джон доделает финальный монтаж и выпустит этот треклятый фильм. Нам просто нужно свалить с этого материка, пока все не утихнет. Я даже сделаю тебя главным техником. Лайс, ты дебил. Ты предложил мне это на съемках пещеры. И справедливости ради, ты это сделал. Второй раз я на это не поведусь. Удвою гонорар. Нет у тебя денег, бомжара. Все оставшееся ты слил на новый костюм. Предложил бы я тебе уволить кого-нибудь, например, нашего Верзилу Таурена. Но что-то мне подсказывает, что ты ему платишь только свежей травой или сеном в холодные времена. Так что тоже не вариант. Я вообще не понимаю, куда уходят все деньги, когда в качестве актеров ты берешь людей с улицы. Мы с тобой как лучшие друзья. Скроемся в прибамбаске. Телепорт к зеленожопым? Хуже магов только гоблины. И нет никого хуже гоблина-мага. Этим ты меня не купишь, волосатый. Я дам тебе полный контроль на площадке. И можешь носить сколько угодно правок в сценарий. Насилие, перестрелка в конце, как пожелаешь. Я тебя очень прошу, сходи к врачу, а? Ну идея отличная, я в деле. И знай, ты еще пожалеешь, что предложил мне это. Ничего, Вилли. Я так рад, что ты мой лучший друг. Lieutenant, I see your virtuous face is smoothly shaved, but if you want to look as brilliant as Master Shaw himself, you might be interested in my product. Don't think because these boxes are sealed up, they're empty. No, no, the only man who sells empty boxes is the Undertaker. I like the way you move. I do like the way you move. I like the way they move. Ah, that's so cute.